Приветствую, друзья! На самом деле сказать, что такое AMPAPA-1, довольно-таки сложно. Изначально его, видимо, проектировали как ламповый предусилитель, потом добавили возможности фонокорректора и завершили конструкцию, внедрив еще и функцию усилителя для наушников. По мощности, конечно, получилось не особо жирно, всего 125 мВт на 32 Ома нагрузки, но везде, где бы я его не использовал, он раскачивал абсолютно все наушники. От простых внутриканальных до довольно тугих полноразмеров. В остальном лампы здесь американские, их можно менять по вкусу, есть темброблок, да и над дизайном, надо отметить, постарались изрядно. Очень интересный девайс, о нем сегодня и говорим. Поехали! Пришел аппарат во внушительного размера картонной коробки с логотипом производителя и непосредственно наименованием модели. В комплект нам положили инструкцию, гарантийный талон, вот такую тряпочку для ухода за устройством, импульсный блок питания на 12 вольт и сомнительного качества RCA кабель. Конечно, хорошо, что положили, вдруг у кого-то вообще ничего нет. Корпус усилителя полностью выполнен из металла и стоит на 4 прорезиненных ножках. Спереди на него вынесено наименование бренда и, уходя на боковые грани, проходит светодиодная панель по цвету, совпадающая с подсветкой ламп. Входа здесь два. Это линейный RCA и непосредственно вход фонокорректора, тоже на RCA разъемах. Выходов тоже два. Обогащенный лампой линейный RCA и классический уже порт для наушников 3,5 мм. Еще на верхнюю часть нам вынесли двухпозиционные переключатели питания и входов и трехпозиционный переключатель подсветки. Левое положение дает оранжевый цвет, правое зеленый, а по центру подсветка отключена. На мой взгляд, удобно и максимально функционально. Ну и завершает описание 3 механических регулятора, где первые два отвечают за низкие и высокие частоты, а последние за уровень сигнала. Странно только, что обозначение у всех идет от 0 до 10. Если в случае громкости все в принципе понятно, то регулировка тембров происходит от отрицательного значения к положительному. То есть правильно было бы обозначить хотя бы -5, 0,5, а еще лучше точные значения в децибелах. В процессе работы аппарат лишь немного нагревается, думаю, из-за правильной реализации теплоотвода на данный металлический корпус. Измерения я снимал 24 бита 96 кГц на АЦП Еванда Космо с каждого из имеющихся тут выходов при помощи ЦАПа Топинг E32 с питанием от аккумулятора. Для начала хочется определить влияние тех самых ручек темброблока. Опытным путем я установил, что разброс здесь идет от -3,5 до 4 дБ, а само действие осуществляется на частотах 40 Гц и 15 кГц. При этом значительным образом изгибается и точка в 700 Гц, только в обратном от ручек направлении. В двух словах, данный блок штука, конечно, очень занятная, но корректировать им лучше какие-то совсем незначительные величины. Уж очень грубо, на мой взгляд, он работает. Благо регуляторы вращаются с четкими такими механическими щелчками. Следующим пунктом хотелось бы рассмотреть возможности усилителя для наушников, который, на удивление, здесь очень крут. Хорошая кривая чеха с допустимыми отклонениями по краям диапазона. Шумовая полка на уровне -108 дБ с какими-то незначительными шумами в нижней части спектра. Отличный динамический диапазон. Гармонические искажения на -108 дБ с хорошим таким выделением первых двух гармоник. Эта лампа так и должно быть. И аналогичного же уровня интермодуляционные искажения. При этом хочется отметить весьма неплохое взаимопроникновение каналов. Как для лампового устройства результаты получились очень достойными. Вот прямо на отлично. А вот линейный выход меня немного огорчил. Низкие частоты нам зачем-то довольно сильно обрезали по АЧХ, да и интермодуляционные искажения превратились в настоящий лес. Странно все это. Обычно выход на наушники является производным от линейного, а здесь сделали, судя по всему, наоборот. Фонокорректор я решил не тестировать, поскольку ознакомиться с его работой мне по сути не на чем. Звучит же AMPAPA по ламповому глубоко и просто сверхнасыщенно, с теплым таким аналоговым характером. При этом меня поразила детализация, разборчивость, да и вообще прорисовка всего музыкального пространства. То есть это непривычная многим ламповая муть, когда звук превращается в некоторую мягкую однородную субстанцию, а лампа, как говорится, в лучшем своем проявлении. Я не поленился и достал из загашника тот самый GUSA-1, о котором вы меня постоянно спрашиваете. Понятно,
что он чуть ли не в 3 раза дешевле, но лампы и функции примерно те же. И что я слышу у ГУС? Какой-то постоянный фоновый шум, шорохи, в то время как у Ампапа просто идеальная тишина. Да и по звучанию ГУС на тех же самых лампах очевидно проще. То есть комментарий, что вместо Ампапа можно взять что-то дешевле, не выдерживает проверки опытом. Кроме того, во время прогрева ламп аппарат дает интересное такое низкочастотное звучание, которое плавно перерастает в музыку. Не хлопок или другие артефакты, а вполне себе музыкальный переход. То есть даже такую мелочь здесь продумали. По входам-выходам понятно, что Ампапа не предназначен для какой-то солидной аудиотехники, но там ламповые преампы особо и не нужны. Главная направленность героя обзора – это недорогие ЦАПы и усилители, которые в силу цены не могут предложить слушателям надлежащего объема, тембральной насыщенности и уж тем более аналоговости. Далеко ходить не будем, у меня на руках есть ЦАПы SMSL D6 и Topping L32. Это довольно бюджетное решение с ценой около $150. Без лампового усилителя они играют вот ровно в свою цену, ни больше, ни меньше. А с Ампапа их уровень мгновенно вырастает как минимум на ступень. И это уже воспринимается гораздо дороже и куда привлекательнее. Таким звуком реально можно наслаждаться, причем не только новичкам, но и вполне себе состоявшимся меломанам. Ну и не исключаем варианты обычного перебора ламп. Производитель даже у себя на сайте привел целый список совместимых. То есть можно еще дополнительно поиграться и подогнать музыкальный почерк под собственные вкусы и приоритеты. Хотя лично мне все понравилось и так, я бы здесь ничего не менял. Больше же всего меня порадовало, как грамотно данный девайс совмещает четкость и подробность с тем самым живым характером, не вмешиваясь в динамику и прорисовку, а просто все утепляя и слегка ужирняя. Как мы видели на графиках, работают в основном только первые 2 гармоники. Отчего из стилистики хочется отметить все академическое, струны, например, здесь просто шедевральны. Этническое, электронное, старый добрый рок, блюз и, конечно же, джаз всех видов и направлений. Фанатам же максимальной техничности, думаю, можно не беспокоиться. Бюджетные аппараты предлагают ее с запасом, а вот выжать из этого красоту уже искусство. Следовательно, электроника и рок точно да, а вот металл в зависимости от поджанра. Тут смотря как лично вы его предпочитаете готовить. Мне вот аналоговость нравится во всех стилях, так что с огромным удовольствием погонял всю свою фонотеку, но больше всего, признаюсь, меня цепляло что-то такое вокально-инструментальное и разнообразные концертные записи. Из наушников рекомендую избегать лишь чего-то изначально музыкального, понятно, надеюсь, почему. Ну и лично мне не особо понравилось, как на Ампапа звучали некоторые планарные решения, как-то вот без огонька. В остальном же тот самый жир, драйв и рок-н-ролл. Я буквально зависал, просто сумасшедшая коробочка. Сравнить ее, наверное, можно с X-Duo MT602. На руках у меня, к сожалению, этого устройства нет, но ощущения были очень схожи. Единственное, баланс каналов там был какой-то чудовищный. Здесь же все с этим четко. С точки зрения выхода на наушники вопросов к Ампапа лично у меня нет. Просто волшебная коробочка. Линейный выход оказывает небольшое влияние на низкие частоты. На графиках это не особо красиво выглядит, но на деле почти незаметно. А по фонокоррекции мне вообще сказать нечего. Таким, друзья, не увлекаюсь. Итогом стационарный усилитель для наушников Ампапа 1, он же предусилитель и фонокорректор, просто шикарно выглядит. Материалы все превосходного качества, отличная сборка, прекрасно обыграна подсветка и хорошо продуманное наглядное управление. Руки так и тянутся что-нибудь там покрутить и переключить. Плюс еще, на удивление, прекрасные измерения и не очень высокий нагрев. Лампы, конечно, можно менять по вкусу, места он практически не занимает, а на столе смотрится как эдакая эзотерическая диковинка, чем по факту и является, обогащая источник гармониками и наделяя его объемом, глубиной и мелодичностью, при этом сохраняя детали и чуть-чуть ужирняя тело звука. Слушается это просто сногсшибательно. Если у вас относительно бюджетный девайс, то данная коробочка сделает то, что называется магией. Звук становится по-настоящему живым и естественным, без этой цифровой холодности и тембральной простоты. Причем даже какие-то
старые, совершенно неинтересные записи начинают играть новыми красками, что уж говорить о фаворитах. Конечно, совсем уж топа ампапа из бюджетника не сделает, но вполне способен вывести ваш звук на целую ступень вверх. Я оценил, шикарная машинка, вполне, друзья, могу рекомендовать. К бюджетным связкам вот самое оно. А на этом у меня все. Это был ламповый усилитель Ампапа 1. Всем добра, подписывайтесь и присоединяйтесь ко мне во ВКонтакте и Телеграме. Всем пока!